на канале Яси ТВ. Привет, друзья! Вот такой у нас шарик. А зачем? А почему? И даже как сделать, вы узнаете сегодня, оставшись с нами смотреть дальше. Чарли, Чарли, выходи. Чарли, Чарли, ты тут? Чарли, Чарли, ты тут? Яся, насмотрелась своих программулек на ютубе. Смотри на свои руки черные от этих орехов. Тебя твой Чарли испугается сам. Иди спать давай. Ну ладно. Все равно ты тут не любишь все эти технические штучки. Итак, за основу шарика мы взяли обычный светильник садово-парковый. Делают их, наверное, в Беларуси. Размеры бывают разные. У нас 250. Я заснуть не могу, я Чарли боюсь. Боюсь. И что? Я тут хочу остаться. Иди тут. Ленту использовали нашу любимую WS2812. У нас ушло именно на это. Так, давайте тогда по порядку. Зачем, почему, что? Значит, я хочу сделать большую цветомузыку на большом шаре черном. Заказал черную ленту, должна прийти, но пока она идет с Китая, я решил сделать макет. И здесь куча нюансов, наработок, которые, может, и вам пригодятся. Итак, мы привыкли, что шары обычно клеят по диагоналям, ровненько. Здесь я испытывал как... А! Это ты? Нет. Ага, нет. Тоже мне Чарли. Здесь я пробовал, как будет смотреться, если они пойдут не по стандарту ровненько, а чуть криво. Тем более мне не помещалось диоды. Приходилось срезать где-то как раз на диоде, если вся вот ровно стояла. Значит, эксперименты наши показали, что диоды надо брать не 30 на метр, как я взял, маловато все-таки, а 60 на метр будет самое то. Я как раз их и заказал. Пластик в шарике очень хороший, не знаю, еще раз в Беларуси делают или еще где-то, или в России. Сверлится он довольно хорошо. Единственное, что, конечно, это бы все оттуда проклеивать, но я даже не представляю, какую китайскую маленькую ручку надо иметь, чтобы это все оттуда сделать. Ну и отсюда он тоже неплохо смотрится. Если в крайнем случае, я так думал, взять шарик, это у нас 250 и бывает 300, и распилить пополам и сверху сделать ему такой вот, чтобы оно просвечивалось через шарик. И тогда, наверное, будет вообще супер. Сверлим отверстие. Еще одно рядом. Далее используем сверло как фрезу. Чуть наклоняю. Продевается все внутрь шарика, дальше там все будет потом скручиваться. Так, у меня получилось 12 отрезков по 10 пикселей, которые мы будем соединять параллельно. Это 120 пикселей, это ровно 4 метра ленты ушло. Почему параллельно? Потому что все-таки этот шарик больше делается для
там будет совсем другой эффект на цветомузыке, а на контроллере, в простом контроллере световых эффектов там будут, наверное, ну, практически те же самые эффекты. Хотя, может, даже и красивее были бы. Ну, один диод 0,3 ватта имеет. Но на практике показало, что он всего лишь 0,2 ватта. То есть 120 пикселей у нас 24 ватта. То есть блок питания 5-амперный на 5 вольт, который маленький, все нормально помещается в шарик. И он практически не греется. На плюс-минус подпаиваем проводки потолще. На центральный, сигнальный, ну, я вообще поставил тоненький проводок от шлейфа, от винчестеров компьютера. И их вполне хватает. Итого, трансформатор стоит в пределах $7. Такой шарик в пределах тоже $7-8. Лента сейчас кругом распродажи. 30 диодов на метр можно купить за $15 5 метров. А на 60 я сейчас брал по 25 за 5 метров. Вот считайте себе стоимость. Ну, плюс контроллер, конечно. Шарик склеен из двух половинок. Не знаю, может, здесь и не видно на камере. Но эти вот рисочки, когда смотришь на них глазами, а не через камеру, видно. От них и отталкиваемся. Скажем, вот она здесь идет. Отступили 5 сантиметров в одну сторону, соответственно 5 сантиметров с другой стороны. И на основании этого еще расчертить себе можно крест, остальные диагонали и вычислить, как должны 5 сантиметров в одну сторону, 5 в другую ложиться эти полоски. А вот сейчас опять дилемма. Ставить, мы сделали крест, 4 пока поставили. И вот между сторонами креста ставить 2 или 1. Это уже кому как нравится. В принципе, и так смотрится. Но когда, если мы поставим одну, у нас получится та же звезда, что мы делали, кто помнит. 8 сторон, да? Мы попробуем сделать 2, так как я такого еще не делал. Издалека будет смотреться как какой-то арабский светильник этими золотыми дорожками. Конечно, их можно будет закрасить белым лаком или краской, или вообще закрыть диоды и покрыть все белым. Но это будет после того, как мы его подключим. И мы поймем, надо нам это или нет. Ну вот, теперь осталось все соединить. Красный к красному, плюсы все вместе. Белый, в данном случае у нас черный, это минусы все вместе. И сигналы, эти тоненькие, тоже все вместе. Вот он, большой шарик, диаметр 350. Вот наш маленький 250. Вот придет черная лента, на нем сделаем большую цветомузыку. Вот есть маленькие черные. Поскольку у нас... ты что, спишь? Иди давай, спадки.
поскольку у нас эти светильники, можно его на трубу, на потолок, на стену, он будет держаться любой вашей задумки. Я сейчас приду. Иди, иди. Я сейчас приду. Итак, вы сейчас посмотрели 72 программы. Отработал наш маленький контроллер, мой любимый контроллер. Вот даже есть у него название SP002E. Встроены 72 программы, 3 кнопки. Посередине скорость. Если нажать 2 крайние, программы будут сами авторежим. Или можно перебирать М+, М-. Этот контроллер копеечный. Стоит 2,70, 2,5 я даже брал по распродаже. Применять можно где пожелаете, в любых вариантах. Единственное, не забывайте, что ток проходящий надо дублировать питание. Потому что токи бывают большие и может спалиться контроллер. Еще у нас есть... Так, что у нас есть? У нас есть еще вот почти такой же контроллер, только с пультом. Цена вопроса 4-4,5 доллара за пульт. Но с пультом, конечно, тут программы чуть другие, но в основном похожие. Зато можно регулировать яркости, включать-выключать дистанционно, и программы тоже можно перебирать дистанционно. Или плюс даже цвета выбирать себе. Тоже недорогой пульт для экспериментов с лентой для дома. Интересная вещь. Еще один пульт. Вот в таком идет корпусочке. Вот как выглядит сам пульт. Единственное, что я его как-то сразу не взлюбил. Кстати, он стоит дороже, по-моему, даже 7 долларов. Ну, еще раз подключим, посмотрим, как он на шарике себя поведет. Ну и, конечно же, наш, в основном из-за чего все затевалось, наша цветомузыка. Как это будет все выглядеть. Опять же, для наработки. Скорее всего, что если вот кто-то будет повторять на таких же шариках, они бывают, как вы видели, разные. И изнутри надо будет баллончиком аэрозольным краской все это дело закрасить. Потому что будут просвечиваться все эти провода иногда, трансформаторы, сам пульт. Ну и лучше всего, конечно, здесь выход микрофона сделать или для ЯК приемник. Так, меняем пульт. Вот и я пришла. Так, ну какой? На, пока вот это, да? Так, иди своими пауками отсюда. Папа, он идет. Ой, папа, вот он опять. Как ты его держишь? Ой, папа, на тебя паук. Тот же самый. Ну что? И так, как я сказал, программа в основном повторяется с тем маленьким 0,2 контроллером. Единственная радость — это пульт. Можно сразу себе выставлять цвета, если у вас подсветка дома. Хотите белую, розовую. Ну, камера, конечно, не передает цвета, но поверьте, они именно такие, как нарисованы на пульте. Ну, соответственно, яркость включить, выключить. И программы.
и скорость поменьше. Давайте этот за $7. Заодно вспомню, что же мне так сразу не понравилось. Так, у нас есть кнопка питания. Кнопки Meteor, конечно, реализованы здесь так себе. Еще стрелочки туда-сюда. Еще стрелочки. Еще стрелочки. Цветовая гамма, наверное. Конечно, может, кто-то и найдет какие-то прелести в этом пульте, если долго с ним мучиться. Но я пока не вижу. Опять же, не ради этого затевалось все. Если на тот маленький 0.2 пульт у меня есть еще виды, что на нем делать. Заодно и вам покажу, видео сниму. На этот у меня вообще никаких планов нет. А сейчас мы возьмем и поставим два контроллера через одну линию. То есть один контроллер будет управлять своими лентами, а второй через одну другими. Это была еще одна причина экспериментов с данным шариком. Посмотреть, какие эффекты у нас получатся на двух контроллерах. Так, второго контроллера мы взяли только сигнал, так как питание у него заходит уже общее. И подключили через одну ленту. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
и, конечно, наша цветомузыка. Как оно все выглядит. Конечно, видно, как не хватает пикселей в шестом режиме, где только один зеленый слой. Если была бы лента на 60 пикселей на метр, было бы, конечно, покруче. Вариантов использования много. Творческие личности могут там какие-то цветочки еще, свадебные салоны, там еще где-то украшать. Если они беленькие, нужно брать. Еще как-то их декорировать. Ну что ж, ссылки на контроллеры дам ниже в описании к видео. Надеюсь, вам пригодятся мои наработки по этой теме. Да, кстати, наконец-то появился, мы делали обзор на Wi-Fi контроллер для RGB ленты. Теперь наконец-то появился, сейчас заказал, тоже сделаю скоро обзор, когда придет, именно для WS2812 ленты, чтобы можно было управлять с iPhone или с Android. Единственное, что он не музыкальный, по-моему. Ну, ленту вы сами знаете уже, где покупать. Так вот она смотрится. Но зато теперь вы знаете, надо оно вам или нет, делать такое для себя или опять же не делать. Ну еще, конечно, еще раз повторю, покажу тут большой черный шар, что получится. А сейчас подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания, до встречи.